встреча происходит на физическом уровне, и мы оцениваем просто-напросто тело. Согласитесь? То есть первым делом оценивается тело. И когда оценивается тело, то мужчины и женщины устроены таким образом, что они по своей природе притягиваются как магниты железа. И притягиваясь друг к другу, следующая сфера, которая включается, скажите, пожалуйста, это какая сфера? Эмоциональная. Но вот здесь еще лежит в физической сфере, вот тут есть взаимосвязь физической сферы, вообще все сферы взаимосвязаны, но когда физическая сфера контактирует с эмоциональной сферой, главное желание камы, кстати сказать, кама – это желание наслаждаться, да, и желание наслаждения. Когда появляется желание наслаждаться, то следующий этап – это рага. Рага – это гормональная любовь. Выделяется огромное количество гормонов в крови. И гормоны выделяются следующие. Значит, это эндорфины, энкефалины, серотонин, адреналин и так далее. Куча разных гормонов выделяется. И что-то с техникой у нас произошло. Когда выделяются гормоны в кровь, то происходит химия. Химия любви. Первый этап взаимоотношений мужчины и женщины. Первый этап – это химия. Химия любви. Что это означает? Это означает следующее. Кровь, эти гормоны, вы теперь человек другой совершенно. Ну, представьте, вам вкололи, что-то впрыснули в кровь. И что происходит? Эти гормоны называются еще гормонами удовольствия или эндогенными морфинами. Это эндогенные наркотики. И в этот момент, я надеюсь, никто из вас не пробовал наркотики, но если бы вы попробовали наркотики, а мне как доктору приходилось видеть наркоманов, да, то все необычайно хорошо. Да? То есть вы смотрите на вот человека, в которого вы влюбились, и думаете: боже, какая удивительная походка. А голос? Вы слышали голос моей девушки? Боже мой, вы не слышали голос? Это просто сирена. Это поразительная личность. Ее вообще речь, ее манеры, все начинает умилять. Когда вам говорят, вообще на самом деле это недостаток, вы говорите, это такой удивительный недостаток, что на самом деле это достоинство. И в этот момент, если вы вдруг решаете жениться, это катастрофа. Почему? Потому что все то, что такое брак? Брак – это увеличительное стекло. Все, что вы положите под него, вы просто увеличите, понимаете, со временем. И вот все эти недостатки, которыми кажутся милыми шалостями, такой несущественной, вообще это просто шарман такой, знаете, удивительный, придает ей шарм, такую удивительную вообще особую какую-то красоту. И у него тоже, он выпивает, а это ничего. Он когда выпивает, он такой, знаете, веселый. Это так здорово, и вообще так классно. Он такой балагур, и знаете, он вообще у меня просто вообще душа компании. И это так здорово. Но если пройдет 10 лет, ваша вот эта душа компании вам вряд ли будет доставлять такой же восторг и, знаете, щенячий вообще визг от того, что, боже мой, какое счастье, когда он выпил, он такой веселый. Вот. Но он вообще даже и не собирается каким-то образом скрываться. Да? То есть вот он делает так, как делает. Итак, химия любви, это продолжается 18 месяцев максимум. Ну, у некоторых может быть чуть дольше. Но все чувства проходят несколько этапов. 3. Запомните это, пожалуйста. Вот если вы даже ничего из этой лекции не запомните, запомните вот это уже будет большая победа. Итак, если ваш союз
заключается на уровне просто чувств, на уровне просто физики, то он пройдет 3 этапа. Голод, насыщение, 4. Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Запомните, пожалуйста. Еще раз. Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. И если вы увидите, и наверняка многие из вас уже проходили этот этап, и может быть даже не один раз, как девочки распространяли билеты на этот семинар, и, значит, сидят парень с девушкой, общаются, и он говорит: да ты такая дура, мои 3 предыдущие были гораздо лучше, чем ты. Да, то есть это означает, что он уже прошел неоднократно вот эту фазу, голод, насыщение, пресыщение, отвращение, и теперь он, скажите, пожалуйста, прямо в данный момент времени в какой фазе находится? Уже в пресыщении, иначе бы он с ней уже не катался, если было отвращение, да? Но это уже свидетельствует, что в принципе вот-вот это все закончится. То есть отношения, которые строятся на уровне физического тела, на уровне камы, просто наслаждения, этим отношениям суждено закончиться. Пожалуйста, не питайте иллюзий, что вы будете та необыкновенная и удивительная, которая пройдет все это по-другому. До тех пор, пока мы будем с вами вступать во взаимоотношения просто потому, что у нас есть тяга друг к другу, мы с вами будем просто-напросто выносить из этих взаимоотношений боль и ничего более. И это наша ответственность, не кого-то другого. Мы с вами говорили о... Так, итак, вот, боже мой, это очень высоко. Давайте я здесь буду писать. Значит, итак, химия, первый этап, или называется зефирно-шоколадный период. Пожалуйста, 5 восклицательных знаков. Замуж не выходить, не жениться, пожалуйста, какие-то пометки себе сделайте. Потому что, когда вы будете вот в этом периоде, вы будете говорить: ой, это не обо мне и не о нем, это совершенно не... Ну, пожалуйста, себе как-то там пометьте, щипайте как-то себя, если вы прямо сейчас в этом периоде находитесь. Это приятный период, но не период для того, чтобы жениться. Второй период – насыщение, мы сказали, да? Когда меня уже не трясет от нее. Если вот на этом периоде я готов с ней был разговаривать по телефону часами, то здесь я уже говорю: слушай, у меня работа, в конце концов, ты что вообще? Что ты мне будешь без конца звонить, что ли, да? А здесь неважно, работу я вообще по боку была, да? Но здесь уже все, моя работа важнее. И вообще, что это за манера разговаривать так долго, да? Значит, третье – это отвращение. Я, тут проскакиваю. Отвращение. Вот эти 3 периода называются нецивилизованные отношения. Нецивилизованные отношения. Или животные отношения. Потому что животные тоже проходят эти 3 фазы, согласитесь? Павлин хвост распустит, да, так ходит. Просто голуби даже, вы посмотрите, они так танцуют. Это у них зефирно-шоколадный период, да. Потом, так пихает ее от кормушки, от своей отталкивает, да, потом вообще клевать начинает, да. То есть, собственно говоря, в животном мире все происходит точно так же. Чем-то человек все-таки отличается от животного, согласитесь? Поэтому мы с вами пойдем дальше. Хотя на фазе отвращения современная молодежь решает: это мне не пара, я развожусь. Скажите мне, пожалуйста, после развода куда мы идем? Опять в зефирно-шоколадный период. Дальше что будет? Насыщение далее, пресыщение далее, отвращение, развод. Опять куда? Зефирно-шоколадный период. Но каждый раз этот зефирно-шоколадный период будет короче и короче. Как, знаете, доза у наркомана. Все уже. Вот такого вот, как в первый раз в 16 лет, такого уже не будет. Каждый раз будет гораздо быстрее все пробегать. Поэтому человеку нужно переходить на 4-й период. 4-й период называется терпение. Очень серьезный период. На него переходят в основном те, у кого есть дети.
И они думают, ну, надо терпеть. В конце концов, уже дети есть, надо уже что-то как-то... Ну, нельзя же все время разводиться, правильно? Но обычно люди терпящие, если вы посмотрите на семейных людей, которые терпят, мало они вызывают у вас вдохновение, да. Просто вы видите такие, ты куда? Домой. Да? То есть, ой, сейчас приду, боже мой, там вообще. Да, и на работу, домой, на работу. Вот так вот люди живут. И огромное количество людей вот в этом периоде доживает свою жизнь вообще до конца. Но знаете, когда у них отрада? Главная их отрада, когда женятся их дети, и они выдают замуж дочь или сына, сидят вдвоем. Все как у людей. Хорошо, что не разошлись. И потом отрада это внуки. Вот уж ждем быстрее внуков, потому что ничего интересного в жизни больше нет, на друг друга смотреть уже не можем, да? Главное, куда они смотрят, это телевизор. Потому что друг с другом поговорить не о чем. Это люди живут рядом, но не вместе. Они вместе, собственно говоря, никогда и не встретились. Но у части людей они идут дальше. И дальше это пятая стадия, называется стадия долга. Долг очень удивительная вещь. Многие из вас пришли сюда, будучи разумными людьми, с желанием понять, а какой мой долг как женщины, какой мой долг как у мужчины. Обычное вообще слово «долг», например, на фазе отвращения мы применяем к другому, да? Мы говорим, ты свой долг не выполняешь. Мы четко знаем, что у каждого есть долг. Но в основном вот эти три фазы первые, они смотрят на долг другого человека. Здесь на четвертом терпении, но они тоже вот в основном видят недостатки в другом. Но вдруг на пятой стадии это люди, которые развиваются, они вдруг начинают понимать, но не может же все время быть неправ другой человек. Ну не может же быть такого, что вот я такая вот белая пушистая или белый пушистый, а вот со мной вот такой вот змея подколодная пригрелась. Да? Ну то есть мы начинаем понимать, что похоже и мой вклад какой-то есть в эти отношения, и похоже мне надо свои 50% взять ответственности и начать меняться. И вот в этот момент как раз-таки наши семинары рассчитаны вот на людей, у которых есть понимание, что от меня много зависит. Не только от другого. Мой вклад очень колоссальный. И поэтому долг – это когда мы начинаем понимать, а что я должен. Итак, долг мужчины и женщины. Сегодня у нас с вами короткий семинар, поэтому я не буду сильно расписывать, но первое, чему учатся мужчины для того, чтобы научиться любить, 3Б. Первое – близость. Второе – благодарность. И третье – это безопасность. Если вы научитесь этим трем вещам, то женщине рядом с вами будет всегда очень и очень хорошо. В чем эта близость проявляется? В том, что вы способны ее выслушать, в том, что вы способны ее принять, в том, что вы способны поддержать ее и поделиться ей своими какими-то переживаниями. Если мужчины не рассказывают женщинам вообще ни о чем, у женщины ощущение, что она не нужна. Даже если вам кажется, зачем я ее буду беспокоить, вам нужно что-то ей рассказывать. Потому что женщина стремится к близости, это природа женщины. Невозможно игнорировать природу, понимаете? Как нельзя игнорировать, что крапива жгучая, да? Как нельзя игнорировать, что перец острый, так и нельзя игнорировать, что женщина стремится к близости. Это природа женская. Следующее – это чувство безопасности. Женщина по своей природе находится в состоянии дефицита. Это ее природная характеристика. Она всегда не уверена, я достаточно ли хороша, меня любят или нет.
У мужчины нет такой проблемы, понимаете? Он один раз ей сказал: я тебя люблю. Все, расслабься. Да? Ну, она может тут же через 5 минут спросить: ты меня любишь? Он говорит: ты что, я же тебе 5 минут назад об этом говорил. Да? То есть у него нет целесообразности говорить об этом слишком часто, потому что у самого подобного рода потребностей нет. Но женщина, например, если прошла мимо какая-то симпатичная девушка, вдруг женщина начала беспокоиться. Не дай бог, вы еще как-то глянули туда, в эту сторону. Она обязательно вас спросит что-нибудь о себе. Да? Почему? Потому что она все время ждет: а я как? Вот, ну, я еще вот, ну. И задача мужчины говорить: ты у меня самая лучшая. Ты просто вообще, вот, ну, равных тебе нет. Если вы так будете говорить женщине, да, вы теперь можете неделю отдыхать, гулять. Вы себе сделали такое, знаете, вложение в банк эмоциональный, да? Потому что, например, когда женщина одевается, и она выходит к вам, она нарядилась, она там сидела, она перышки все свои вычищала. И когда она выходит, вот момент выхода, дорогие мужчины, будьте внимательны, момент выхода женщины очень важен. Когда она выходит, в этот момент мужчина, настоящий мужчина должен сказать: вау. Если вы это сказали, женщина будет потом это: ой, мой сегодня просто обалдел. Я только вышла, он вообще просто. И вы знаете, она будет теперь подпитываться этим. Вы можете пойти к друзьям, куда-то. Вы уже ей создали близость и безопасность, понимаете? Это уже ваш мощный вклад был в нее. Но если вы, например, вышли, вернее, она вышла к вам, и она сначала молчит. Да? Женщины смеются, они это знают. Если женщина спросила: ну как я тебе, это уже минус балл вам один. Потому что это значит, вы не успели, в принципе, вы уже не успели. Но у вас еще есть шанс поправить в зависимости от того, какие вы эмоции туда вложите. Скажут: слушай, я просто растерялся, у меня слов не было, вот просто. Когда ты вошла, я онемел вообще, понимаешь? Вот. Если же вы скажете: что, как? А она вам скажет: ну, как, что, как? Ну, как я вообще? И вы скажете: хорошо, это уже не счетово, все. Вообще. Это уже не в тему вообще. Просто, понимаете? И, например, девушка собиралась, и вы собирались в ресторан пойти. И вы говорите: ну, давай быстрее одевайся. Я не хочу, она говорит. Что значит не хочу? Я не хочу ни в какой ресторан идти. А что произошло? Да ничего. То есть у мужчины вообще никакая логика. Какая логика между тем, что мы идем кушать, и вот тем, что она это говорит? Но у женщины очень серьезная логика. Зачем идти теперь кушать, когда он меня не любит? У меня аппетита полностью нету теперь. Зачем мне что, желудок надо накармливать, что ли, или что? То есть это очень интересная вещь. И мужчины, и женщины должны знать. Сегодня у нас с вами короткая лекция, не могу рассказать все полностью это, да? Но безопасность чувства – это то, что женщина в чем нуждается очень сильно. И вот тем, что вы… Такие мелочи, казалось бы, да? Но если вы собрались жениться, вы должны знать, что вы берете себе в жены вот такую удивительную особу, которой вот нужно вот чувство безопасности и чувство благодарности. 3 вещи. Интересно, что любовь для женщины – это чувство заботы, а вот любовь для мужчины – совершенно другая вещь. Любовь для мужчины – это вера. Если вы верите в своего мужчину, если вы вдохновлены им, и если вы вдохновляете его, то в таком случае из вашего мужчины вырастет действительно мужчина. Как помните фильм «Москва слезам не верит»? Ты сначала выйди замуж за лейтенанта, потом поезди с ним, а потом у тебя будет генерал. Рядом говорится, что за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина. Потому что мужчину, на самом деле, женщина созидает своей вот этой верой и своим вдохновением. Интересная вещь происходит. Если, например, сейчас происходит очень сильный перекос.
воспитание мальчиков и девочек. Об этом тоже мы с вами будем говорить в отдельной лекции, но мне бы хотелось сегодня так краем коснуться. О девочках надо заботиться, а в мальчиков надо верить. Что происходит сейчас? В девочек верят? Ты справишься? Я помню, моя мама так мне говорила. Давай вперед. А мальчики заботятся. И что в результате получается? Скажите, кто вырастает из мальчика? Вернее, из мальчика никто не вырастает, он так и остается мальчиком. И потом она его передает, она думает, кому бы его передать, кому бы передать? Да? Где тут такая же, которая будет заботиться о нем? И если она найдет такую же заботящуюся, да, то он никогда вообще не вырастет. Понимаете, мужчину закаляют трудности. Мужчине необходимо проживать трудности, и тогда мужчина становится мужчиной. Мужчина не вырастает в тепличных условиях. Это неизвестно вообще, кто вырастет, что за домашнее растение вырастет. А в женщин верят, поэтому женщины сейчас на уругля везде, в нее верят, она вперед. Это вообще ненормальное положение дел. До тех пор, пока женщина будет в большей степени заботиться, нежели верить в своего мужчину, да, развития не будет взаимоотношений. Итак, вот эти все вещи, я сказала вам только некоторые, а их много. Их нужно знать, их нужно понимать. Вот это то, что относится вот к этой сфере. То есть теперь мы понимаем, насколько это важная наука. Наука супружества, наука влюбленности, наука материнства, наука отцовства. Ну, огромная наука. Наука взаимоотношений, одним словом. Итак, когда мы здесь постигаем, то когда мы начинаем вот это понимать, вдруг я начинаю думать, мама дорогая, оказывается, я не очень квалифицированная жена, потому что, например, квалифицированная жена – это та, кто способна, у нее есть такой дар, как изысканная речь. То есть это на самом деле талант, которым должна обладать каждая женщина. Потому что женщина, она должна уметь своим языком не лясы точить, не сплетни собирать, а она должна уметь языком ублажить мужа, умиротворить ребенка, вселить в них веру и так далее. То есть насколько она должна обладать красотой речи, представьте себе, способностью интонировать. Это очень большая наука. И когда мы начинаем понимать это, мы начинаем понимать, что я во многом не квалифицирована. Когда мы начинаем понимать собственную неквалификацию, у нас снимается куча претензий с другого человека. Я думаю, не такая уж я и принцесса, можно потерпеть. Да? У него тоже недостатки, и у меня тоже недостатки, но мы как-то вместе развиваемся. Это школа ученичества. Знаете, что такое семья? Семья – это тренинговый центр по избавлению нас от эгоизма. Пожалуйста, запишите красным карандашом. Потому что если мы не будем с вами знать, что это тренинговый центр, мы будем все время в состоянии претензий. Что-то у меня нет счастья. Да? У нас не должно быть претензий на счастье. Если у нас с вами есть претензии на счастье, мы будем с вами несчастными людьми. До тех пор, пока мы с вами ищем счастье, а не ищем, как постигать уроки жизни, мы будем несчастными. И тогда у нас приходит следующая фаза отношений – это дружба. Вот здесь, кстати, на фазе долга приходит уважение. Дружба что такое? Говорится, прежде чем пожениться, обязательно нужно подружиться. До тех пор, пока мы с вами не дружим, вот парень с девушкой не дружат, да? Что такое дружба? Дружба – это уже взаимоотношения фактически на всех 4 сферах. И на физической, и на интеллектуальной, потому что вы не можете дружить с человеком, с которым вам поговорить не о чем, согласитесь? И на социально-эмоциональной сфере, потому что вы хотите приглашать друзей, вам есть чем с ними поделиться и так далее. И на духовной сфере, потому что у вас одни ценности. И вы это очень обсуждаете. С другом вы всегда любите
поговорить, обсудить, вам интересно друг с другом, да? Вот муж и жена, жених и невеста, они должны в первую очередь научиться дружить. Если у вас получится с этим человеком дружба, у вас с этим человеком получится любовь. Если у вас с этим человеком не получается дружба, а получается только постель, не получится у вас любви никакой. Не вырастает из постели любовь. Это, знаете, можно купить, говорится, еду, но не аппетит. Можно купить кровать, но не сон. Можно купить любовницу, но не любовь. Понимаете? Любовь это лежит за пределами. У любви трансцендентная природа. Любовь, энергия любви не относится к материальному миру. И подготовкой к любви как раз-таки является дружба. И 7-м этапом это любовь. Поэтому обратите внимание, что любовь не дешевая вещь в этом мире. Итак, мы с вами начинали с чего? Мы начинали с вами с зефирно-шоколадной фазы. Химия, да? Вот здесь вешивается. Вот. И у нас был фестиваль Гималай-Ленд. И там проводили семинар мужчина и женщина. И очень было забавно наблюдать одну пару. Они ездили, и она его всю дорогу, как только начинался семинар, она садилась очень близко от учителя. И когда речь шла о обязанностях мужчины, она поворачивается и говорит: ты пишешь? Нет, ты пишешь или нет? Послушай. Значит, только повернется. Ну все про тебя, ну все про тебя. В общем, короче говоря, если он даже и очень сильно хотел послушать семинар, он возненавидел Гималаи, возненавидел лекторов и вместе, вообще всю науку вместе взятую. То есть если женщина хочет разрушить все, что только можно, да, то это начать концентрироваться на своих потребностях, да, и его образовывать. Вообще мужчина не обязан учиться у своей жены, как вы понимаете, да. Если женщина будет поучать своего мужа, у него есть 2 выбора. Первый выбор – стать ей сыном. И второй выбор – уйти. Все, не очень большой выбор, как вы видите, да? Поэтому, дорогие женщины, обучение мужчин идет очень мягко, деликатно, так, чтобы незаметно вообще было. Но если вы его начинаете получать, ни один нормальный, здравомыслящий мужчина этого терпеть не будет. Или это будет такой, знаете, додик. Да, дорогая, что ты еще скажешь мне сделать, да? Если вам такой сыночек нужен, кстати говоря, когда рядом с женщиной появляется такой сыночек, скажите, пожалуйста, какое чувство возникает у женщины? Раздражение, следом гнев, далее ярость. Да? То есть фактически злые женщины – это те, кто судьба женщин, у которых муж подкаблучник, это страшно раздраженные женщины. Судьба мужчин, которые подчинились женщинам, это алкоголизм, как правило. Вот, поэтому, дорогие мои, давайте идти каждый своим путем. Женщина будет развивать женские качества, мужчина будет развивать мужские качества. И когда мы станем гармоничными, мы с удовольствием будем создавать союз. Квалифицированная девушка в давние времена называлась Веста. Неквалифицированная девушка – невеста. Квалифицированная Веста вступала в союз. Неквалифицированная невеста вступала в брак. Вот и все. И раньше даже так родители говорили: извините, у меня не было ни времени, ни возможности, вот у меня невеста. Если хотите, берите. А сейчас такая невеста такая, да? А реально это так и есть. Практически Вест не вступил. Вот вы описали 7 уровней взаимоотношений, но могут же встретиться люди сразу, например, на этапе дружбы. Раньше, вы помните, были времена, когда родители знакомили детей. И, собственно говоря, они с ними встречались на какой фазе? На фазе терпения, не дружбы даже. То есть и отсюда была поговорка какая? Стерпится, слюбится.
И в Индии до сих пор, вы знаете, что в Индии процент разводов за последнее время резко вырос и приблизился к 2%. И в основном разводы в семьях с иностранцами. Серьезно, у них это резко вырос, считается, очень сильно вырос. Процент разводов до 2%, они вообще тревогу, колокольню бьют. В некоторых регионах России, я очень много в России провожу семинаров, процент разводов составляет 100%. Сколько браков совершается в течение года, столько же и разводов. То есть это катастрофа. Реальная катастрофа. Наша страна, в которой были испокон веков сильны семейные ценности, к великому сожалению, тоже мало чем может сейчас похвастаться. Согласитесь? Но интересно, что в Индии до сих пор, я помню, когда я обучалась в Индии 7 лет гомеопатии. И я помню, когда первый раз я ехала в поезде, и со мной ехала парочка, и я это наблюдала первый раз в жизни, что очевидно было, они ехали со свадьбы, а когда они со свадьбы едут, у нее такие все руки разрисованные, ноги разрисованные, так, такими орнаментами, хной. Ну, необычная такая пара. И видно было, что они не знают друг друга. Ну, то есть их поженили. Но теперь представьте себе ситуацию. Развод исключен. То есть теперь вы начинаете очень внимательно смотреть на этого человека. То есть представьте себе, если вы в лодке в океане, вы будете расшатывать эту лодку? Или вы будете очень бережно, так в унисон грести, потому что вы будете знать, о боже, мне теперь надо ехать как-то с этим человеком, да? Вы не будете рожи ему корчить на этой лодке, да? А вы будете сохранять атмосферу. И вот тогда я была категорическим противником подобных браков, и вообще я думала, что это вообще пережитки прошлого. Думаю, как вообще ну, такие вроде бы нормальные люди вот так вот выходят замуж. Но путь был достаточно долгий, мы ехали с ними в одном купе, и я просто наблюдала за этим, да, так как психолог, да, психологи по своей природе люди наблюдательные, да, и я просто смотрела, насколько они друг с другом знакомились. Они друг друга изучали, и у них был очень доброжелательный взгляд друг на друга, очень дружелюбный, и такой взгляд, вы знаете, надо же, мне с тобой теперь всю жизнь жить. И вот они вот так, знаете, смотрят друг на друга. В какой-то момент времени я поймала себя на зависти даже. Думаю, надо же, вот интересно, вот как это вот ты, ой, вот ну надо же, вот сидят, это просто поразительно было. И потом я была очень удивлена, что в Индии они очень любят встречать восходы, всей семьей приходить, да, и закаты провожать. Они к солнцу очень неравнодушны. Они вообще ко всему неравнодушны, надо сказать. И вот представьте себе, на закате сидят парочки, все побережье в папорочках, все побережье. И они сидят часами, просто слушают друг друга и рассказывают друг другу. Им очень интересно друг с другом. У нас очень мало пар, которым интересно друг с другом до конца дней. Очень мало. Влюбленных, да, понятно, там нет проблем с этим, да? Но это именно муж и жена, и причем вот видно, что они лет 20 вместе, знаете, лет 30 вместе, да? И им есть о чем разговаривать, и когда солнце уходит, они с неохотой уходят уже с побережья, потому что им нравится общаться друг с другом. И поэтому действительно браки могут заключаться на разных этапах. Но если у вас есть уже дружба, то, понимаете, очень странно, если вы, например, дружили, а потом свалились в стадию отвращения. Это означает, что дружбы не было. С дружбы не скатываются. Никто с дружбы не скатывается. Как в Библии сказано, любовь никогда не перестает. Я помню, когда студентка первый раз прочитала это выражение, думаю, как это любовь никогда не перестает? А я вот Сережку любила, разлюбила. Да? Там, думаю, так что, я не любила еще никого, что ли? Да? То есть если любовь никогда не перестает, то любовь, она проживает все трудности. Она внутри трудностей только освежается и закрепляется. И точно так же истинная дружба. Если дружба не прошла испытаний, никогда не было дружбы. Была иллюзия дружбы, было желание дружбы. Но дружбы не было.
Дружба, она проходит разные циклы, потому что внутри дружбы люди созревают. И эти отношения особо ценные, как и любовь, особо ценные отношения. С возрастом любовь становится краше, интереснее, захватывающей. Люди из-за того, что они думают, что любовь, она была в прошлом, они путают влюбленность с любовью, да? Они думают, и теперь терпеть. Я помню, когда читала семинар в Лос-Анджелесе, и ко мне подошел один мужчина, он один из организаторов был семинара, он говорит, слушайте, вы спасли нашу пару. Мы вот, на самом деле, мы находимся в стадии полного отвращения друг к другу. Мы подали заявление на развод, мы на людях делаем вид, что у нас еще нормально, потому что там в Америке no problem, это как бы главная визитная карточка, да? Но на самом деле мы, говорит, просто вот, друг друга ненавидим. И вдруг в перерыве, когда мы услышали этот семинар, мы в перерыве подошли к друг другу и сказали, а может шагнем дальше? И они шагнули. И вы знаете, огромное количество пар шагнули. Мы распространяем диски «Семья третьего тысячелетия». И распространяем очень много семинаров, называется «Кризисы любви» и так далее. Да? И люди проходят сквозь кризисы, потому что кризисы – это нормально, это хорошо. Кризисы надо проходить. Нет ни одних отношений без кризисов. Не бывает. Но когда у вас есть перспектива, оказывается, мы с тобой, слушай, мы еще даже до уважения не дошли, мы еще до дружбы не дошли. Ты представляешь, как мы с тобой будем жить, когда у нас с тобой любовь будет? Вот люди, когда они способны пройти, вот тогда появляются очень сокровенные отношения. Вот, поэтому можно строить на разных отношениях, но для того, чтобы сразу строить на отношения на уровне дружбы, вы сами должны быть гармоничной личностью. Идея о том, что нужно найти свою вторую половинку, это достаточно утопичная идея. Знаете почему? Знаете, кто такие половинки? Как мой учитель приводит такой пример. Как два булыжника возьмите, они такие, знаете, неровные такие, в разные стороны, и начните тереть друг об друга. Там искры будут лететь, да, ой, мама дорогая, да. Но если вы будете долго тереть, потом такая галька получится. Ровная со всех сторон. Вот это называется половинка. В результате жизни.